Всем привет! Сегодня 16 января, наконец-то зима полноценная пришла. У нас в Минске сейчас 22 градуса мороза. И многие вот начинающие виноградари, это, кстати, именно им посвящается это видео коротенькое, они большинство в панике. Что будет с виноградом? Минус 22, минус 23. Если в Минске минус 22, то за городом будет минус 25 точно. Что будет с виноградом? Да ничего не будет. Давайте вот начнем с того. Вы обрезали виноград? Обрезали. Пришпилили к земле? Пришпилили. Все, выдохните. Хорошо. Снег есть? Все, замечательно. Даже если вы не укрыли, просто его накрыло снегом, а в Минске, Минской области где-то 20, где-то 40 сантиметров снега, все, ничего с вашим виноградом не случится. Он отлично перезимует. Если вы еще и когда пришпилили к земле, хоть каким-то лапником накрыли, ну вообще песня. Проблем вообще с ним не будет. Поэтому все, не паникуйте, потому что мне и на работе прожужжали, и звонили, что будет. Все, кранты винограду, все хана. Не выдержит. Все выдержит, все будет нормально, не парьтесь. Ну вот про столовые сорта. Большинство столовых сортов, они выдерживают минус 24 градуса. Но, как правило, ну, это по характеристикам. На самом деле они столько не выдерживают, поэтому укрывать в любом случае надо. Вот, кстати, у Владимира Майера было видео пару лет назад, он эксперимент ставил. Было минус 18 градусов, ниже не опускалось. И он потом проверял почки. Почки почти у всех сортов были черные, которые были не укрыты, не пришпилены. Если вы не укрыли виноград, да, он у вас, скажем, лоза перезимует, а почки нет. Лоза выдержит эти температуры, почки не выдержат. Поэтому, если вы все-таки умудрились нормально все сделать, подготовились, то паниковать не стоит. Все будет нормально, не парьтесь. Сантиметр снега в среднем выдерживает минус 1 градус, сбавляет температуру. Поэтому, если у вас 20 сантиметров снега, ну, минус 20 он спокойно выдержит. Для паники нет никакого повода. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Я даже на дачу не ездил, у меня укрыто все дарнитом. Кто смотрел мои видео, дарнитом все укрыто. И я даже торцы не укрывал. Я звонил там товарищу, в общем, снегом закидало и дарнит, и торцы. В общем, оно у меня вообще полностью в сугробе по самой не балуйся. У меня вообще без проблем. Поэтому на будущее, если вы все-таки собираетесь этим заниматься вплотную, то все-таки, ну, удосужьтесь какое-то укрытие там купить. Либо дарнит, либо многие используют какие-то другие сухие укрытия. Подложку под ламинат. Ну, не знаю, для меня это дороговато. Она получается в 2 раза дороже, чем дарнит. Поэтому я выбрал для себя так. Вы можете что угодно использовать. Это без проблем. Абсолютно. Но главное не переусердствовать. Главное не переборщить с укрытием. Потому что если сильно укутаете, потом вот оттепели пойдут. Лоза выпреет, и вы будете думать, что она вымерзла. Ничего подобного, она просто выпреет. Потому что многие там так уже укутывают его наглухо и пленками, и телогрейками, и чем угодно, и коврами. Куча слоев. Вот достаточно шалаша, как у меня, и все нормально. Там тепло от земли будет, и оно будет сглаживать все эти температуры. Ну, у меня куча видео есть на канале, можете все это посмотреть, пошурудить. Снег реально, вот я топчусь, реально. Так, ну здесь 20 точно сантиметров снега. Местами гораздо больше, поэтому где как, у кого как. Южнее Минска говорят, что где-то 20 сантиметров снега, севернее Минска там под 40 сантиметров, ну плюс-минус, этого достаточно. Все, не заморачивайтесь. Лучше полюбуйтесь на природу, посмотрите, какая красота. Вон, гляньте, что творится. Наконец-то зима. 2 года или 3 даже я зимы вообще в принципе нормально не видел. Вот, посмотрите. Все, расслабьте булки, образно говоря, и не парьтесь. Все хорошо. Чем можно помочь винограду, если у вас все-таки нет снега? Ну, хотя бы нарежьте какого-нибудь лапника и накидайте пару слоев. Это в любом случае избавит
температуру немножко. Если у вас много снега, и вы находитесь на участке, или имеете возможность туда попасть, возьмите лопату и просто забросайте свой куст винограда. Если он пришпилен к земле, забросайте его снегом. Сантиметров 20 сверху над виноградом более чем достаточно для того, чтобы он перенес эти температуры. У нас и минус 30 выдерживало, все нормально, без проблем. Если снег есть, это вообще песня. По сути, можно даже, если стабильно есть снег, если вы в этом уверены, можно даже и не укрывать, а достаточно пришпилить к земле, и будет под снегом отлично зимовать. Поэтому вообще проблем нет. Поэтому я говорю, если есть снег, вообще без проблем. Просто накидайте и все. Если нет снега, ну хотя бы лапника нарежьте, елового, соснового какого-нибудь. Или ну что-нибудь накиньте хотя бы временно, пока эти морозы, хотя бы на него временно накиньте. Даже что-нибудь нестандартное, чтобы потом снять. Потому что ну, у нас эти заморозки, они пришли буквально дня на 4, потом будет плюс 1 градус уже обещают. Всегда мониторьте погоду, какая будет, по разным сайтам, потому что есть сайты, которые врут конкретно, есть более-менее, ну, если сравнить несколько сайтов, более-менее похожие погоду обещают, то более-менее можно верить. Ну, например, Гисметео или Гисметео, как оно правильно называется, я ему вообще не верю, потому что еще года 3 или 4 назад, когда они показывали погоду минус 20, реально получилось плюс 5 с разбежкой там 2-3 недели они обещали. Ну, такому сайту верить не стоит. Я в основном лажу на каких-то наших сайтах, просто мониторю. И какой-то то ли бельгийский, то ли финский сайт какой-то, не помню. У меня есть, он сохранен, и я периодически туда лажу. Он более-менее как-то так правдоподобно обещает. Ну, плюс-минус может обмануть, но не критично. Поэтому мониторьте, смотрите и следите за этим. Если у вас участок под боком, если вы там живете, вообще без проблем. В любой момент вышли, открыли, закрыли. Если все-таки ездить приходится, все-таки позаботьтесь, побеспокойтесь заранее об этом всем, потому что все что угодно может быть. Зимы непредсказуемые. Никто не думал, думали, что опять будет зима теплая, можно вообще не укрывать, как в том году. Зимы вообще не было. Было минус 5, наверное, потолок. Я в январе только прикрыл, и то на... Примерно вот в этот же период укрыл, ждал, что будут морозы. Но они так и не пришли, и многие расслабились, реально расслабились, даже опытные. Поэтому никогда не надо расслабляться, укрывать надо каждый год. Поэтому все, без проблем. Тогда будете спать спокойно. Все, короткое видео я заканчиваю. Кому было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока. Все будет хорошо.